На экскурсию відправляємося прямо сейчас. Оглядова экскурсия по Одессе на электромобиле. Профессиональным экскурсоводом. И запрашиваем. Девочки, поехали, уже отправляемся. Сегодня 14 июня 2026 года, и всем привет из солнечной Одессы. Всем привет-привет! Всіх так гарно запрошують на екскурсію, що хоч не хочеш, а треба їхати. Вот так выглядят экскурсии на электромобилях. И машинки неспроста разного цвета, потому что каждый цвет машинки обозначает разный маршрут. То есть червоний один маршрут, жовтий інший маршрут, синій ще інший. Можно даже поехать в одесские катакомбы. И сейчас я вам расскажу интересную историю, которая сегодня случилась именно в катакомбах. Сразу чувствуется, что лето. Чем чаще приезжаешь на Дерибасовскую, тем больше становится людей в любое время суток. Сегодня захожу в новости, и мы не можем в Одессе без каких-либо происшествий. Многие из вас знают, что в Одессе существуют катакомбы, которые являются самыми длинными катакомбами в мире. Их протяженность от 2500 до 3000 километров. Есть еще известные римские, они самые старые катакомбы в мире, но наши самые-самые большие. И давно уже говорят, чтобы одесситы, гости города, ни в коем случае без специально обученных людей, знающих маршруты, туда не спускались, потому что за это можно заплатить ценой своей жизни. Но, как вы знаете, для чего придумывают правила? Конечно же, чтобы их нарушать, и каждый иногда думает, ну, со мной такое точно не случится. Сегодня под Одессой была проведена реально спасательная операция, в которой были привлечены помимо спасателей еще и спелеологи и волонтеры, потому что недалеко от Одессы мужчина в собственном дворе решил спуститься в катакомбы. Это было в Усатово. И он туда спустился и не смог выйти. Я прочла, что усатовские катакомбы достаточно сложная подземная система. Во-первых, там вообще нет света, конечно же, и там много тупиков. Мужчина спустился, а выйти самостоятельно не смог. Его родные забили тревогу, его начали искать, и он пробыл в катакомбах больше 9 часов. Этого мужчину реально можно назвать счастливчиком, потому что, как оказалось потом, он целых 9 часов ходил просто по кругу в поисках выхода. Ты же не ориентируешься, где и как ты ходишь. Но, как я говорю, история закончилась хэппи-эндом, но, думаю, свое путешествие он запомнит на всю свою оставшуюся жизнь. Спасибо, конечно, всем спасателям. У нас такие истории происходят систематически, люди не понимают, что это такое, и без обученных людей самостоятельно спускаются в катакомбы. И это чревато последствиями, потому что неоднократно там находили даже скелеты людей с рюкзаками, потому что люди не могут найти выход. Поэтому хочется всех предупредить, чтобы не повторяли таких ошибок. Есть экскурсии, есть люди, которые знают, как и куда там идти. Поэтому заплатите лучше эти 500 гривен и посмотрите, если вам так интересно, потому что, ну, это не стоит того, чтобы заплатить своей жизнью. В Одессе сейчас достаточно много людей, я это вижу по автомобилям, я вижу по количеству людей в заведениях, и гораздо стало больше людей, чем было зимой. Очень многие не боятся обстрелов и приезжают в Одессу, а многие просто на лето возвращаются домой, потому что в Одессе с мая по сентябрь, конечно, прекрасная жизнь, все цветет, все пахнет, много заведений интересных, есть где отдохнуть. Ну и, конечно же, есть наше Черное море, можно позаграть, поплавать, и многие очень хотят домой. Девушки у нас нарядные ходят, несмотря на все негативные события, все равно хотят быть красивыми, модными и стильными. Боже, как возле оперного зацвели красиво розы. Девушки с цветами, что тут происходит? Столько людей, ой, ты какой хороший. Все фотографируются в розах, недавно здесь были тюльпаны, а теперь все поменялось. В оперном, наверное, что-то происходило. Очень много сегодня людей везде.
Боже, какие розы, как прекрасно. Город у нас, конечно, невероятный. И как вы думаете, чем занимаются одесские девчонки? Все делают фотосессии в розах. Там такое небко идет. Я думаю, мы с вами попадем под дождь, а я без зонта. Не зря нам обещали грозы. Я думаю, скоро мы даже услышим гром. Хотя такой сильный ветер может все, конечно, и прогонит. А мы с вами идем в Пале Рояль. Это, назовем это сквер. И когда-то на этом месте был военный плац, представляете? Потом его перенесли на Соборку. А здесь, сейчас я сделаю паузу, потому что сегодня в Одессе появилась новая семья. Свадьба. Круто, какая прекрасная невеста. Пусть эта пара будет счастлива. Потом здесь образовалась так называемая торговая площадь. Здесь были размещены магазины с хрусталем, с шелками, с книгами, модные бутики, так можно назвать. И здесь собиралась такая элита города. И сейчас у нас здесь вот такой сквер Пале Рояль, который обожают посещать одесситы. Ну и, конечно, гости города, которые о нем знают. Здесь открыты рестораны и террасы летние, вот выходят именно в Пале Рояль. И мне нравится, здесь попадаешь так немножечко в Италию. Открылся здесь ресторан Кума. Мне нравится, как здесь украшен вход такими прекрасными лимончиками. И действительно на минуту можно представить, что ты оказался где-то на Сицилии. Но ты все-таки еще остаешься в Одессе. У нас сегодня была тяжелая ночь, но такой прекрасный день, и даже не хочется говорить о плохом. Давайте просто полюбуемся красотой нашей Одессы. Смотрите, какие счастливые собаки бегают. Что значит в городе тихо? И лето. И когда в будний день сюда приходишь, здесь как-то поменьше людей. А сегодня, видите, где не идешь, везде есть люди. Вот дети здесь устроили художество. Сегодня куда ни посмотришь, везде занято много столиков. Или немножко все выдохнуть. И сразу видно, что мы в Одессе. Выходным, а белье стирать и сушить надо. Электромашинки с экскурсиями просто заполонили улицы города. Классно вот так сзади сидеть и смотреть на дорогу. Увидела еще одна машинка. Увидела электромобиль, который возит экскурсии, и вспомнила, как я на таком же ездила во Львове. И возле меня сидела пара, которая приехала с Саудовской Аравии. И они фотографировали, была как раз осень, и они просто проезжали и фотографировали листья на деревьях. Понимаете, то, что для нас кажется обычным, для других людей вызывает абсолютный восторг. Вот так же, как украинца привези, но не из Одессы, а из другого города, где вообще нет пальм, и привези его под пальму. Да, какая-то экзотика. Так, для людей, у которых пальмы это обычно, они фотографировали наши желтые деревья, потому что они видели такое в первый раз. Поэтому люди, которые приезжают в Одессу впервые, они тоже в полном восторге от этой всей красоты. Хочется напомнить всем жителям Одессы обращать внимание на все те прелести, в которых мы живем, на архитектуру, на растения, на улицы нашего города. И не стоит забывать, насколько он прекрасен. Кто-то прогуливается, а кто-то репетирует. Завтра в Одессе серьезный забег будет. И, возможно, люди будут там участвовать, и они подготавливаются. Я вам не могу передать, сколько везде сегодня людей. Видите, все скамейки заняты. Розарий в Одессе, просто возле оперного театра на Театральной площади. Розарий. Место для фотосессии. Я сама поняла, что нужно приезжать и здесь фотографироваться, потому что такое невозможно пропустить. Ну как можно не любить Одессу?
Сегодня именно отсюда, с Театральной площади, из одного из самых прекрасных мест в Одессе, я хочу передать большой привет в Польшу, а именно в miasto Szczecin. До Ciebie, drogi nasz Macieju, drogi kapitana, leci pozdrowienia. Dziękujemy Ciebie serdecznie za taki duży prezent. Jest nam niezmiernie miło. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Zawsze mówił, że jesteś bardzo dobrą osobą z wielkim sercem i po prostu niesamowitym człowiekiem. Życzymy dla Ciebie zdrowia i spełnienia wszystkich Twoich marzeń, no i oczywiście szczęścia. Pozdrawiamy serdecznie z Odessy. Ой, все, звучит сигнал воздушной тревоги, угроза ракет. Представляете, под сигналы воздушной тревоги у нас свадьба. Слышите? Я забежала в Пале-Рояль. Это просто ужасно все. Как это все надоело и как это все страшно. Ну все, возвращаемся с вами на улицу Дерибасовскую. Так, по-моему, здесь весело. Одесса у нас очень многообразна. Хочу сказать, что после воздушных тревог вот то, что надо. Вот так вот люди себя отдыхают, расслабляются, поют, танцуют. Прекрасно. У каждого свой вайб. И вы видите, сколько экскурсий. Лето. В Одессе лето. Несмотря на все трудности, город живет. Так, що щось тут наші гарні українські пісні співають, такі дівчатка гарні. Зараз побачимо, що тут таке. Ми живемо в країні, яка зараз проходить складний час. Ми ростемо в Україні, ми мріємо в Україні. І де б ми не були, за кордоном чи на батьківщині, у великому місті чи маленькому селі, вдома чи на сцені, ми завжди пам'ятаємо, хто ми. Ми – діти своєї країни, ми – її голос, ми – її майбутнє. І сьогодні це ми хочемо сказати не тільки словами, а всі разом, серцем, музикою і піснею, бо ми українці! Вот так сегодня живет наша Одесса. То мы счастливы и радуемся, то мы грустим, и нам очень и очень страшно. Но несмотря ни на что, жизнь в нашем городе продолжается, и все стараются оставаться на позитиве. Всем хорошего дня, хорошего настроения, и до встречи в следующем видео из нашего прекрасного города Одесса.